Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. Сегодняшнее видео под названием «Как изменить регион на Active 2 Galaxy Watch». Active 2 версия, дорогие друзья, именно версия R820. Корейская, если у вас версия с оконцовочкой U в конце, то эта инструкция не для вас. И для всех других моделей R30, 830 и так далее и тому подобное. Только для R820. Вот такие вот часики. Недавно, значит, у меня обновились часы до версии Tizen 5.5.0.1. У меня был регион Корея, и там был, вернее, регион США, и там был предустановлен Samsung Health монитор, но только с ЭКГ, потому что измерения давления нет. Как удалить это приложение через СДБ, я просто не знаю, не умею, ну и как бы не стал заморачиваться, а решил просто изменить регион на SER, потому что тогда уже пришло обновление именно 5.5 и 1 для России. Начал регион менять, а он не меняется. Думаю, что же за проблема? А проблема оказалась следующим. Сначала, вернее, нужно было понизить версию прошивки до версии 4.2.0.6. В описании видео вот этого старого, да, есть все вообще то, что надо именно для этой модели. Сначала прошиваете просто через один, понижаете прошивку до версии 4.2.0.6, а уже потом ставите комбинашку, уже не цепляясь к телефону вообще, просто ставите комбинашку уже в принципе по всей этой инструкции. И все, и меняете регион на тот, на который хотите. Ну а дальше будет просто старое видео по смене региона. Запомните. Первое, что вам нужно сделать, это просто через NetOdin прошить официальную прошивку с версией Tizen 4.2.0.6, а уже потом ставить комбинированную прошивку, дополнительный файл CSK, потом уже менять регион, потом уже заливать опять официальную прошивку. И уже после вам по воздуху прилетит обновление. Все, дорогие друзья, легко и просто. Так что начали. Ну так, ребятушки, погнали, значит. Ссылочки будут в описании видео на инструкции не только Active 2, но и также Active и Galaxy Watch. Инструкции там немного разные, но общая тематика в принципе одинаковая. О том, как прошивать, о том, как делать точку доступа и так далее и тому подобное. И в принципе, я думаю, вы, посмотрев это видео, разберетесь и в тех инструкциях. Ну а для модели такой, как у меня, Active 2 это 820, будет ссылочка вот на такую вот целую папку, где там есть все, короче, необходимое именно для этой модели. Ну а для самой, короче, как по ссылочкам все найдете. Все, в первую очередь, что нам нужно с вами сделать? А в первую очередь нам нужно с вами сбросить настроечки. Мы с вами идем в настройки, самый низ, и подключить к новому телефону. Это первое, что нужно сделать. Пока он сбрасывается, я вам покажу вот смена региона актив. Здесь инструкция по смене региона. Прежде чем идти по инструкции, выполните сброс настроек, иначе получите кирпич. Эта инструкция сделана из двух, которые я нашел на FOPDA. Я вам сейчас покажу. Нашел на FOPDA и просто из двух собрал одну. Почему? Сейчас объясню. Здесь есть вот полезная инструкция по смене региона одна, и вторая, которая простая. Так вот,
значит, которая посложнее, так скажем. Вот она. Она действительно здесь, мама дорогая какая. Ой-ой-ой. Вот эта инструкция, она попроще. Но здесь нету инструкции о том, как, допустим, прошить вот комбинашку, да, на данные часы. Это комбинированную прошивку. И также нет о том, как прошить нормальную прошивку в конце всего. В этой же инструкции это есть, но часть ее нам вообще не нужна будет, начиная вот с этого шага и заканчивая 29-м. Вот это ничего нам не надо будет. Вот так. Все остальное нам пригодится. Все остальное нам пригодится. Поэтому я просто упростил. И эта инструкция, ссылочка вот на этот архивчик тоже именно для моей модели будет в описании видео. А также будет ссылочка на эту вот инструкцию, где здесь есть и на 40-ю модель. Все. Так, сброс у нас произошел. Сброс у нас произошел. Все отличненько. И теперь мы с вами начинаем, значит. Сейчас загрузятся часики и попрем. Первое, что нам нужно сделать, как вот здесь вы видите, теперь убедитесь, что ваши часы заряжены на 90% и выше. Теперь удерживайте кнопку «Домой», пока на часах не появится экран перезагрузки. Все сейчас загрузится до конца и уже начнем. Мы с вами начнем. Так, я беру лампу. Прям светит сильно. Так что ли? Маленечко простыл, поэтому буду швыркать в микрофончик, не обращайте внимания. Так, ну все, сброс произошел. Что мы, значит, теперь делаем? Видите, сразу соединение вылетает у меня. Все, нажимаем и ждем выключения и перезагрузки. В этот момент нажимаем вот так несколько раз, и нам нужен третий пункт. Вот, смотрите, этой же кнопкой мы переключаем по пунктам. Нам нужен третий. На третий навели и зажали. Все, отпустили. Это режим загрузки. Все, режим загрузки сейчас прогрузится, и надо будет еще нажать. Надо будет еще нажать, и переходим мы с вами к компьютеру. Поближе сделаю. Вот так. И еще нажал. Все, пошло. Режим загрузочки. Теперь, если мы зайдем в Wi-Fi, посмотрим, то вот они, наши часики. В этом режиме часы создают точку доступа, через которую и прошиваются они, значит. Все, идет подключение. Мы с вами переходим в папочку нашу папочку, и нам нужен Wi-Fi Odin. Вот эту открываем и запускаем файл. Wi-Fi Odin. Все, он подключился. Если у вас на часах могут, сейчас я вам покажу, в этот момент вот здесь, перед тем, как запустить Odin, могут пойти красные полосы такие, ну, цифрики там всякие. Это ничего страшного, это прекратится, как только вы запустите Odin, и он законнектится с вашими часами. Все. Значит, теперь мы идем в App. Сюда нажимаем, и нам нужна прошивочка Combination. Вот эту вот. Все разархивируйте и приготовите сразу. Открываем ее, она загружается. Во время подгрузки этой комбинированной прошивки Odin он будет не отвечать. Это нормальное явление вообще по прошивке, именно по загрузке этого файла, что в часах, что в смартфонах, когда прошиваешь его через Odin. Samsung именно. Сейчас немножечко повиснет, конечно, зависит от мощности еще вашего компьютера. У меня настольный компьютер, не особо мощный, но так вроде ничего. Все, ожидаем, когда он прогрузится, этот файл. Все, прогрузился, заходим в опции.
и убираем авторибут. Все, авторибут убрали и нажимаем мы с вами. А что мы с вами нажимаем? А нажимаем мы с вами старт. И все, и ожидаем, когда наша прошивочка прошьется. Это займет, приличное время. Вообще полная вся процедура. Первый раз, когда я ее сделал, она у меня заняла где-то по времени, не знаю, минут 50, наверное. Потом уже ушло на минимум, так как уже разобрался. И сейчас я думаю, побыстрее сделаю. Все, пока ждем. Так, дорогие друзья, комбинашка наша прошилась. Теперь мы нажимаем с вами Reset. Выбираем 4-ю строчку вводение. И уже идем. Нам нужна нормальная прошивочка родная. Вот она. И здесь выбираем вот этот вот файлик последний, 3-й, да, такой же, как и окно. И открываем его. Все, он загрузился. Мы с вами также заходим в опции, выбираем авторибут. Нажимаем старт. Эта прошивка будет быстрая, потому что весит немного совершенно, он 80 мегабайт, да, почти. Возвращаясь к нашей папочке, мы должны с вами также что еще сделать? А вот этот вот файл, целиком, CBD, да, или SBD, как он там называется, я не знаю. Все, прошивочка прошла у нас. Теперь мы с вами берем, здесь опять нажимаем Reset, а вот этот вот файлик вы должны скопировать в директорию диска C, так же, как и у меня здесь. Смотрите, вот он у меня есть тут и лежит. Пусть он у вас также здесь и лежит, скоро он нам пригодится. Именно папочка вот эта вот. Так, все. Теперь что мы делаем? Опять нужно нам перезагрузить наши часики и войти в режим recovery. Это делается точно так же, как здесь написано, смотрите. Так, вот мы это сделали. Теперь удерживайте кнопку «Домой» на своих часах, пока не увидите заставку, и повторите шаг 6. 6, помните? Немедленно нажимайте, начинайте нажимать на кнопку, пока не появится список с опциями. И нам нужно выбрать опцию recovery. Заходим, делаем, начинаем, вернее. Нажали и держим. Появился ребут, начинаем давить. Все, вот они опции. Нам нужно recovery. Выбрали recovery, надавили, опять кнопку и держим. Все, теперь отпускаем. Сейчас наши часики должны несколько раз перезагрузиться и загрузиться в нашу модифицированную прошивочку, нашу комбинированную прошивку, комбинашечку, так сказать, да? Все вот здесь написано. Теперь с непонятными значками оно так и будет. Потом запустите настройки в часах, включите Wi-Fi и подключитесь к вашей сети. Короче, нужно к нашей общей сети, допустим, ваш Wi-Fi есть, сейчас уже нам не нужен он, так как отключилась, видите, сеть наша, он подключился к сети Wi-Fi. И нам надо будет сейчас тоже подключиться к сети Wi-Fi и записать IP-шник наших часов. Сейчас этим мы с вами и займемся. Еще раз прошу прощения, но простыл реально. А времени тянуть не могу, потому что обещал одному подписчику в ближайшие дни выложить данную инструкцию, а болею уже давно. Сейчас догрузится до конца и продолжим. Все, вот видите, эти символы появились непонятные. Так, теперь мы нажимаем кнопку выключения и переходим в настроечки. Здесь выбираем с вами настройки, заходим в них, идем Wi-Fi, находим, заходим в Wi-Fi,
всегда выключен, нам его надо включить. Всегда включить. Окей. Все, подключился, мы заходим сюда. Вернее, вводим пароль к данной сети, чтобы подключиться. Готово. Подключаемся. Все, подключили к сети. Теперь выходим из этого меню в общее. Идем в самый низ. Нам нужно о часах. Нажали о часах. Идем вниз. И нам нужно ПО. Нажали на ПО. В ПО мы ищем версию ПО. Вот она. И начинаем тапать по ней. Готово. Включен режим разработчика. Теперь нам нужно с вами просто перезагрузить наши часы. Так, перезагружаем часики. Один нам пока не нужен, мы его свернем. Так, перезагружаем часы. Теперь открываем СДК. Ну, еще нет. Нам нужен же айпишник. Я, по-моему, забыл его посмотреть, поэтому смотреть будем сейчас. Ну, хотя и СДК мы можем уже открывать. Идем в диск C. СДК, дата, tools и запускаем вот этот вот файлик. Запустили мы его. Все, он у нас подключился сразу. Видите, часики наши. Идем в настройки опять. И находим Wi-Fi свой. Вот подключение. Раз. Да что ты будешь делать-то? Раз. Bluetooth нам не нужен. Wi-Fi. Нужна наша сеть. Еще раз на нее нажали и спускаемся в самый низ. И вот этот айпишник нам нужно будет сейчас прописать с СДК. Что мы, значит, делаем? Копируем вот это вот отсюда. Connect. Точно только эту запись. Хоп. Маленечко отступаем, нажав на Shift. И вписываем наш с вами адрес. 192. 168. 0. 19. Готово. И нажимаем Enter. Опс. Это происходит соединение в общей сети Wi-Fi. Все, мы подключились с вами к нашим часам. Теперь переходим к следующим шагам и начинаем вот с этих записей. Копируем эту запись, строчку. Хоп, нажимаем Enter. Так сделаю, чтобы удобнее было. Теперь будет бэкап на ноутбук записей системы, именно связанных с регионом. Они у нас сейчас будут копироваться в наш, вот именно вот в эту папочку вы сейчас это увидите. Все. Видите, один появился. Теперь берем и второй файл. Он даже не копируется, а полностью переносится. Все, перенеслись. И второй файл. Вот, они оба. Теперь открываем первый файл. В блокноте именно надо открывать. И меняем регион, который вам нужен. Ну, я просто сделаю то же самое, что и есть. Сер. Сохраняю. Открываю второй файл. Опять же в блокноте. Удаляю старый регион, если он у вас здесь не сер, да, какой вы хотите заменить. Удаляю и пишу тот, который мне нужен. Все, и тоже сохраняю.
Теперь портируем эти файлы обратно. Вот видите, правим файл и потом записываем их в часы. Все, берем файл, строчку копируем. Окей. Enter. Следующий. И последний файлик. Все, скопировали. Все, по сути, наш регион изменен на тот, который мы писали. Теперь мы с вами, это нам уже не надо. Нам сейчас опять понадобится Один. Мы теперь с вами повторяем шаги 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Выключаем, нажимаем на кнопку выключения и держим, пока не появится ребут. И начинаем быстренько нажимать, чтобы попасть в меню. Раз, все, попали в меню, опять третью строку выбираем нажатием долгим. И ждем, когда загрузится загрузочка. Сейчас прогрузится, и мы нажмем еще один раз. Видите, пишет error. Но это ничего страшного. Не бойтесь. Раз. Сейчас прогрузится, и все будет нормально. Уже нормально. Смотрим, заходим в Wi-Fi. Так, пока не появился. Ну, мы сейчас, вот, ага, еще раз нажали. И начинается. Так. Ждем. Что-то не хочет прогружаться. Либо уже прогрузился. Да, прогрузился, все. Вот видите. Надо просто было перезапустить Wi-Fi. Подключаемся. Подключаемся и сразу видим, Один у нас увидел наши часики. Все, он законнектился с ним. Теперь выбираем нашу официальную прошивочку. BL. AP. Здесь, как и в первый раз, сейчас подвиснет. Ненадолго наш Один. Потому что этот файл достаточно большой. Около где-то 1 гигабайт 700 мегабайт. Почти 2 гигабайта. Ожидаем, когда он прогрузится. Так, прогрузился, и выбираем через строчку CSK, да, или как он там, KSK, этот файл, не знаю, как он называется. Выбираем его, открыть. В этот раз в опции авторибут не убираем. Все. И нажимаем старт. И ожидаем, дорогие друзья, завершения прошивочки. Ну, а пока ждем. Так, ребятушки, ну все. Наша прошивочка завершается. Чуть-чуть осталось, и сейчас будет ребут. Маленечко. Хопана! Все, резать. Перезагрузочка. Все. Все закрываем. Уже это нам ничего не надо. Видите, я могу файлы уже тоже удалить. Ну и дождемся сейчас загрузочки, чтобы всем, и вам, и мне было понятно, что все нормалек. Все, настроечка, видите, на русском. Если у вас было до этого на английском, то будет на русском.
если вы будете перепрошивать в регион Россия. Ну, в принципе, ничего сложного. Сейчас вот ушло у меня сколько? 33 минуты. Первых раза 3 у меня ушло, наверное, первый раз вообще минут 50, почти час. Потом поменьше, 36. Вот сейчас вообще 34. Все, дорогие друзья, все прошилось, пожалуйста. Сейчас осталось только законнектить, вставить Samsung Pay. И... Ну, вот так, дорогие друзья, все-таки легко и просто, когда знаешь, короче. Вам же напоминаю, что вы на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. И, естественно, только в том случае, если мои видео были для вас полезны. Не забывайте, что в описании каждого видео есть группы и еще 2 моих канала, в которые можете пройти, подписаться. Ну и там же вы тоже найдете много чего интересного для себя. Всего доброго, до новых встреч на канале Galaxy Watch.